На концах рычага действуют силы 2 и 18 ньютон. Длина рычага равна 1 метр. Где находится точка опоры, если рычаг в равновесии? Весом рычага пренебречь. На концах рычага действуют две силы. F равно 1. 2 ньютона, F2 равно 18 ньютонов. И длина рычага L равно 1 метр. Где находится точка опоры рычага? Здесь будет действовать сила F1, здесь сила F2. Длина рычага L. Мы не знаем, где находится точка подвеса. Ее нужно найти, но для этого воспользуемся теми условиями, которые необходимы для того, чтобы рычаг был в положении равновесия. Первое. Равнодействующее всех сил будет равно нулю. Рычаг не движется, он находится где-то на точке подвеса. И второе, что касается для рычага, для того, чтобы он не вращался относительно точки подвеса, необходимо, чтобы векторная сумма всех моментов сил, которые на него действуют, тоже была равна нулю. Они должны друг друга компенсировать. Тогда он будет находиться в состоянии равновесия. Первое условие, что равнодействующая должна быть равна нулю, она должна выполняться, потому что сумма двух этих сил, если их приложить, скажем так, в мнимой точке рычага вот здесь будет действовать реакция самого подвеса, поэтому она будет компенсировать. И поскольку рычаг не движется ни вверх, ни вниз, можно сказать о том, что в таком случае это условие для нас мало что даст. А вот с точки зрения о том, что моменты сил, действующих на рычаг, должны быть одинаковые, и в сумме векторные моменты должны быть равны нулю, мы этим воспользуемся. Давайте определим направление движения силы F2 как положительное направление по часовой стрелке. Она пытается развернуть рычаг в эту сторону, а направление действия силы F1, она противоположная, она против часовой стрелки, она пытается развернуть рычаг наоборот. Действия этих двух моментов должны быть одинаковы для того, чтобы компенсировать друг друга, и рычаг должен быть в равновесии. Итак, запишем, в какой же момент действует сила F1. Для того, чтобы записать значение момента, необходимо знать, какое величина плеча. Сила известна, а плечо неизвестно. Поскольку мы не знаем, к какой точке будет расположена точка опоры рычага, давайте определим это значение длину через x. Она будет находиться на x удалении от конца рычага, на котором действует сила F2. Тогда это расстояние, конечно, будет L минус x. Вот это значение L минус x. Длина рычага. Это плечо для силы F1. Итак, момент силы F1 будет равен самой силе F1, то умножится на плечо, на L минус x. Для момент силы F2 будет также записан. Момент силы F2 будет равен самой силе, умноженной на плечо. А плечо для силы F2 равно x. Поскольку мы говорим о том, что рычаг должен находиться в равновесии, моменты будут противоположны друг другу, но равные по модулю. Поэтому мы можем модулю этих двух моментов сил приравнять, для того, чтобы потом определить, какое расстояние x. Итак, запишем. F1. Модуль момента силы F1. F1, что множится на L минус x, равно F2 умноженное на x. Здесь уже просто понятно о том, что необходимо определить x отсюда. Раскрываем скобки. Будет F1 умноженное на L минус F1 умноженное на x равно F2, что множится на x. Отсюда, что неизвестный переносим в одну сторону, известный в другую сторону. Итак, F1 умножить на L будет равно F2. X и так и было здесь. И переносим это со знаком, конечно, плюс. Плюс F1 на x. Итак, получаем, выносим их за скобки правой стороны уравнения. Здесь будет F2 плюс F1. Отсюда x находим. X равен. Левая часть F1 L поделить на сумму двух сил. F2 плюс F1. Подставим значение. F1 это 2 ньютона. Множим на 1 метр. И делим на сколько? Просуммируем на 20 ньютон. Ньютоны сократятся. Здесь тоже двоечка сократится. Тут будет 10. 1/10 метра. Или равно 10 сантиметров. Плечо x для силы F2 равно 10 сантиметров. Точка подвеса будет удалена от точки действия силы F2 на расстоянии 10 сантиметров. Так напишем, что x равен 10 сантиметров.